10 сентября 1943 года в ходе Донбасской стратегической наступательной операции от немецко-фашистских захватчиков был освобожден Мариуполь. 5 сентября были освобождены Горловка и Артемовск, 8 – Сталина, Донецк, но южнее продвижение советских войск давалось с большим трудом. В дело пришлось вступить морской пехоте. Немецкие оборонительные сооружения, прикрывавшие Мариуполь с востока, были третьей линией Миус-фронта, фортификационного рубежа, прорыв которого удался советским войскам только со второго раза и стоил больших жертв. Еще 2 сентября, когда Азовская флотилия была передана в оперативное подчинение Южному фронту генерал-полковника Федора Толбухина, командующий Азовской флотилией контр-адмирал Сергей Горшков предложил высадить в тыл противника десант, как это уже было успешно сделано при взятии Таганрога. 7 сентября Азовская флотилия получила приказ о высадке десанта. Командование флотилии решило высадить 2 группы. Первая в составе усиленной роты 157 человек под командованием уроженца Харьковской губернии лейтенанта Константина Ольшанского, отлично проявившего себя при освобождении Таганрога, должна была высадиться в районе поселка Ялта. Согласно плану операции, группа Ольшанского должна была перерезать коммуникации противника, лишив его возможности перебрасывать резервы и обеспечить высадку второго, более многочисленного отряда, который должен будет атаковать непосредственно Мариупольский порт. Возглавить эту атаку должен был командир 384-го батальона морской пехоты капитан Федор Катанов, Фотис Катаниди, понтийский грек, родом из Грузии. Начало операции 8 сентября было вполне удачным. Ольшанский беспрепятственно высадился, преодолев проволочные и минные заграждения, подавил огневые точки, завязал бой с превосходящими силами противника. А второго десанта, который вышел с базы флотилии в Ейске, с разницей всего в 1 час, все не было. Погода и огонь противника не позволили ему высадиться, капитан Катанов был ранен. Оказавшись в окружении и без поддержки, Ольшанский пошел на крайнюю меру, отдал своим людям приказ пробиваться малыми группами под покровом темноты. В ночь на 10 сентября, несмотря на штормовую погоду, второй отряд под командованием капитан-лейтенанта Виктора Немченко, 283 человека, наконец смог высадиться в районе поселка Милекино. Подавить батарею противника, открывшую огонь по месту высадки десанта, удалось при помощи установки «Катюша», которой был оснащен один из участвовавших в десантной операции бронекатеров. Однако, как и в случае с десантом Ольшанского, первые успехи, вызванные эффектом внезапности, не удалось развить из-за отсутствия подкреплений. Корабли с 3-й группой морпехов попали под обстрел артиллерии Мариупольского порта и, напоровшись на немецкие канонерские лодки, вынуждены были отступить, так и не произведя высадки. В результате и Немченко был окружен и вынужден был разделить свой отряд. Меньшая часть моряков, включая расчеты с танковых пулеметов, закрепилась в удобной для обороны в Самариной балке. Все они погибли, а остальные сумели прорвать кольцо окружения и с боями овладеть Мариупольским портом. После этого в порт смогли войти корабли Азовской флотилии, которые, наконец, доставили подкрепление. Сюда же выдвинулись и вышедшие из окружения морпехи во главе с Ольшанским, которых осталось в живых всего 40 человек. Совместными усилиями десантников и пехотинцев передовых частей 44-й армии в течение дня 10 сентября был полностью освобожден город и порт Мариуполь. Соединившись с пехотой, моряки снова рванули к Самариной балке за своими, но там их уже никто не ждал. Картина, открывшаяся перед морпехами, была ужасающей. Из мемуаров начальника штаба Азовской военной флотилии Аркадия Свердлова. В балке среди множества вражеских трупов моряки нашли тела лейтенанта Полешко и его товарищей. Фашистские изуверы, не сломив героев в открытом бою, глумились над мертвыми. Полешко отрубили голову. Уже после войны на месте гибели 30 азовцев мариупольцы соорудят памятник. На его пьедестале высекут только имя Никифора Федоровича Полешко. Имена других 12 до сих пор неизвестно. Бывало так, людей отправляли в бой, не успев занести в списки. Досаднейший недосмотр, в котором повинны и мы, штабные работники. Сводка информбюро от 10 сентября 1943 года зафиксировала успех Красной армии.
Наши войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, сломили упорное сопротивление противника и овладели городом и портом. В бешенстве немецкие подразделения, а точнее то, что от них осталось, сознательно сожгли и разрушили город. Специальные отряды факельщиков с 7 по 10 сентября 1943 года жгли и взрывали все общественные и частные здания. Вот как описывали это свидетели тех страшных событий. 10 сентября, в момент высадки советского десанта, факельщики бросили свои машины и в панике рассыпались к домам. Заметив сидящих в ямах старух и детей, звери расстреливали их из автомата. В числе многих убитых Георгий Мирошников, мастер портовых мастерских, тяжело ранены его 2 детей, жена бухгалтера мастерских Вернера и ее домашняя работница с 2-летним ребенком. Именно сейчас публикация рассекреченных документов об освобождении Мариуполя, о зверствах фашистов в отношении жителей города, о подвигах советских воинов-освободителей необходимы как никогда. Это защита исторической правды и противодействие фальсификациям истории. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!